На самой границе древнего густого леса и широкого зеленого пастбища стоял старый фенс из металлической сетки и колючей проволоки, разделявший два абсолютно разных мира. С одной стороны раскинулось владетельное царство дикой природы, вековые сосны, покрытые мхом камни, тишина, нарушаемая лишь шелестом хвои и криками птиц. С другой стороны начинались фермерские угодья, где заботливые людские руки возделывали землю, пасли скот и поддерживали порядок. Этот забор простоял здесь не один год, став привычной деталью пейзажа для всех обитателей здешних мест. Однако для диких животных он всегда оставался скрытой и непредсказуемой угрозой. Осенний период гона преображал лесных оленей. В это время года тихие и грациозные благородные олени превращались в могучих, непреклонных бойцов, ведомых древними инстинктами продолжения рода и защиты своей территории. Двое молодых, но уже набравших силу самцов, встретились на опушке как раз неподалеку от проволочного ограждения. Их ветвистые тяжелые рога с острыми отростками были главным оружием в борьбе за первенство. Каждый из них стремился показать свое превосходство, продемонстрировать силу и выносливость. Сначала это была лишь демонстрация намерений. Олени ходили кругами, наклоняли головы, рыли копытами влажную от утренней росы землю и издавали глухие, раскатистые звуки. Но напряжение нарастало с каждой секундой, и в какой-то момент один из них сблизился слишком сильно, спровоцировав другого на решительный выпад. Послышался сухой, звонкий треск. Рога сцепились в жестоком поединке. Быки уперлись мощными ногами в рыхлую почву, взрывая дерн и пытаясь сдвинуть соперника с места. В пылу схватки, слепые от ярости и азарта борьбы, олени не замечали, куда смещается эпицентр их поединка. Они шаг за шагом приближались к натянутой вдоль леса проволоке. В очередной раз, сцепившись и попытавшись повернуть голову, чтобы рычагом сбить соперника с ног, один из оленей зацепил рогами нижний край проволочной сетки. Проволока поддалась, пружиня и натягиваясь, а затем, обмотавшись вокруг развилок массивных рогов, захлестнулась петлей. Олень попытался дернуться назад, но проволока лишь сильнее затянулась. Второй самец, все еще находясь в плену боевого задора, попытался продолжить атаку, но его рога мгновенно застряли в той же самой петле и путке из стальных жил. Вместо турнирного поединка образовался хаотичный, опасный узел. Два диких зверя оказались буквально прикованы друг к другу и к невидимой стальной паутине забора. То, что секунду назад было честным боем, превратилось в судорожную борьбу за выживание. Олени стали метаться, вставать на дыбы, тащить друг друга в разные стороны, выкручивать шеи и отчаянно бить копытами по земле. Но чем сильнее они рвались на волю, тем мертвее становилась хватка проволоки. Стальные жилы врезались в основание рогов, запутывались между отростками и притягивали головы животных друг к другу вплотную. Олени оказались в полной ловушке. Они не могли ни освободиться, ни разбежаться, ни даже нормально встать, не причиняя друг другу и себе дикой боли. В это время двое местных фермеров, проходивших неподалеку вдоль границы своего участка, услышали нетипичный шум. Это был необычный треск сухих веток и неспокойный топчущий шаг лесных зверей. В воздухе стоял тяжелый гул, глухие удары туш о землю и жалобные, полные отчаяния звуки. Мужчины ускорили шаг и вскоре вышли на опушку, где перед ними предстала драматическая картина. Два огромных благородных оленя, тяжело дыша, бились на земле в грязи. Их мощные туловища были покрыты ссадинами и потом, а рога представляли собой единый монолитный ком из ветвистых отростков, переплетенных ржавой и оборванной колючей проволокой. Было видно, что животные уже потратили колоссальное количество сил. Их бока вздымались с бешеной частотой, из ноздрей вырывался густой пар,
а в глазах читался первобытный страх. Фермеры сразу поняли, что без вмешательства человека оба оленя думт на медленную и мучительную гибель. Без возможности передвигаться и питаться животные быстро обессилели бы, став легкой добычей для хищников или просто став жертвой обезвоживания и истощения. Однако спасение двух разъяренных, испуганных диких быков весом под 2 центнера каждый — задача чрезвычайно опасная. Олень в состоянии стресса обладает невероятной физической силой, а его острые копыта и мощные рога способны нанести человеку смертельные травмы. Мужчины действовали быстро и слаженно, осознавая, что времени на долгие раздумья нет. Один из фермеров взял с собой специальный инструмент — кусачки и бокорезы для работы с проволокой, которые всегда находились в арсенале для ремонта ограждений. Второй решительно взялся помогать, подстраховывая напарника и готовый в любой момент прийти на выручку. Они начали медленно и осторожно приближаться к застрявшим оленям. Почувствовав приближение людей, животные снова впали в панику. Они сделали судорожную попытку рвануться в сторону, увлекая друг друга за собой, взрывая копытами землю и заставляя людей отскочить назад. Фермерам пришлось выждать несколько минут, пока олени немного утихнут от усталости. Когда быки снова замерли, опустив тяжелые головы к земле, мужчины подобрались вплотную. Один из фермеров, проявив невероятное мужество и хладнокровие, подошел сбоку и крепко схватился руками за один из главных отростков рогов, чтобы зафиксировать голову оленя и не дать ему совершить резкое движение. Второй фермер, пригнувшись, начал аккуратно просовывать лезвие кусачек между спутавшимися витками стальной проволоки. Каждое движение требовало предельной концентрации. Проволока была натянута до предела струной, и при перерезании она могла отскочить, травмировав как людей, так и животных. К тому же любые лишние прикосновения к мордам или рогам провоцировали у оленей новый всплеск паники. Быки пытались мотать головами, вынуждая людей проявлять чудеса ловкости, вовремя уклоняясь от опасных выпадов. Звонкий щелчок, и первая стальная жила перерезана. Затем второй, третий. С каждым перекушенным куском натяжение ослабевало, но основной узел все еще держал рога вместе. Фермерам приходилось буквальным образом распутывать этот клубок, перерезая проволоку фрагмент за фрагментом, одновременно удерживая изо всех сил бьющихся зверей. В какой-то момент один из оленей почувствовал, что с одной стороны свобода стала ближе, и совершил мощный рывок. Фермеру пришлось практически всем весом навалиться на рога, чтобы удерживать животное в относительно безопасном положении. Это был момент наивысшего напряжения. Люди находились на расстоянии считанных сантиметров от разъяренных и смертельно опасных рогов, рискуя получить удар в любой момент. Наконец, ключевая петля, связывавшая двух гигантов вместе, была разрезана. Фермер сделал последний решительный нажим кусачками, освобождая последние витки проволоки, застрявшие в разветвлениях. В ту же секунду произошла мгновенная развязка. Олени почувствовали, что их рога больше не скреплены намертво. Первый бык, мгновенно сориентировавшись, рывком поднялся на ноги, скинул с себя остатки свободной проволоки и, не оглядываясь, бросился прочь в сторону зеленого холма. Его грациозный и мощный бег демонстрировал всю ту силу, которая еще недавно была скована стальными путами. Он буквально летел по полю, возвращаясь в родную стихию. Второй олень на секунду замешкался, проверяя, действительно ли он свободен, после чего тоже совершил рывок вверх. Задев напоследок землю мощными копытами, он мгновенно набрал скорость и устремился вслед за своим недавним соперником, растворяясь в густых зарослях на опушке леса. Фермеры остались стоять на месте, тяжело дыша и провожая взглядом
освобожденных животных. На земле осталась лишь кучка перерезанной проволоки и взрытый копытами дерн. Свидетельство драматической борьбы за жизнь, которая благодаря человеческой доброте, смелости и хладнокровию завершилась благополучным финалом. Дикая природа снова забрала свое, а люди вернулись к своей повседневной работе с чувством выполненного долга перед лесными обитателями.